Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы рассмотрим, как заменить динамик в передних дверях BMW X5 E53 кузов. Для замены среднечастотных динамиков BMW X5 E53 в передних дверях нам понадобится снять декоративную планку, снять блок управления стеклоподъемниками, вывернуть несколько саморезов. Один находится под заглушкой, второй находится под декоративной планкой, третий находится возле ручки и четвертый находится в нижней части карты двери. Также нам понадобится снять плафон, который находится в нижней части двери. Ссылку на отдельное видео о том, как снять карту, оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. По тайм-коду можно перейти сразу к замене динамиков. А сейчас приступим к снятию карты дверей. Снимаем верхнюю пластиковую накладку. Всего 4 фиксатора. 1, 2, 3, 4. При помощи насадки Torx T20 нам нужно открутить 4 болта, которые крепят карту. 1, 2, 3 под пластиковой крышкой и 4 внизу карты. Первый болт. Откручиваем второй болт. Находится он у нас слева от ручки дверной. И достаем аккуратно. Следующий болт у нас находится под пластиковой крышкой. Снимаем крышку. И откручиваем последний болт. И снимаем блок управления стеклоподъемниками. Далее нам нужно отщелкнуть 3 разъема. 1, 2, 3. Для того, чтобы отщелкнуть этот разъем, нужно нажать на фиксатор и отвести в сторону серый фиксатор. Так же само этот разъем необходимо нажать на фиксатор и отвести в сторону серый фиксатор. И наш разъем выходит. И снимаем этот разъем. Блок стеклоподъемника можно отложить в сторону. При помощи пластикового инструмента снимаем карту дверей. В верхней части карты у нас 5 металлических защелок. Далее нам нужно отсоединить пластиковый фиксатор тросика ручки. И утопить вовнутрь. Далее нам нужно снять нижний фонарь в карте двери. Поддеваем его при помощи пластикового предмета.
и отсоединяем разъем. Поднимаем карту вверх, выводим ее с защелки. Тросик наш отсоединен. Вот фиксатор троса внутрисалонной ручки. Не забываем отсоединить разъем подсветки ручки. Так выглядит разъем подсветки ручки. Можно снимать карту. Отставим карту в сторону. По центру дверной карты есть еще один фиксатор. Ответная его часть на дверной карте. Снимается он вниз. Далее нам нужно снять разъем на динамике. Нажимаем на фиксатор и снимаем разъем. Так выглядит обратная сторона разъема, наш фиксатор. Для того, чтобы снять акустический динамик, нам нужно открутить всего 3 винта. 1, 2 и 3 в нижней части динамика. Откручиваем. Начнем с верхнего. Далее откручиваем винт в нижней части динамика с левой стороны. И выкручиваем последний винт. Находится он у нас в нижней части динамика справа. И снимаем наш акустический динамик. Так выглядит посадочное место динамика. Так выглядит наш акустический динамик. Обратная его сторона. В левой водительской двери динамик на 2 Ома. Оригинальный номер динамика по BMW. Вот два наших динамика. Это динамик с водительской стороны. Он на 2 Ома, как я и говорил ранее. Номер, дата производства. Этот динамик с правой стороны пассажирской. Устанавливать динамики будем от производителя Infinity на 2 Ома. Так они выглядят. Динамик я уже закрепил в деревянном подиуме. Вырезал его по размерам. Перед тем, как устанавливать, нам нужно замерить полярность нашей проводки. Сейчас мы это сделаем при помощи тестера. Зачищаем провода. Для того, чтобы узнать, где плюс, где минус на проводах, допустим, у нас нет об этом никакой информации, нам понадобится тестер. Включаем тестер и обращаем внимание на индикатор, который у нас будет появляться на дисплее слева. Знак минус. Перед началом замера нам нужно включить зажигание и включить радио. Подключаем тестер к проводке. Сейчас так, чтобы было видно. Плюс мы подключаем на синий с белым провод. И минус подключаем на синий с коричневым. Индикатор у нас показывает минус. Это говорит нам о том, что фазировка у нас неправильная. Если мы подключим черный минус на провод синий с белым и красный плюс на синий с коричневым проводом, индикатор у нас будет на тестере с плюсом. Соответственно, синий провод с коричневым у нас плюс, а синий провод с белым это у нас минус. Можно приступать к установке динамика. Устанавливаем наш динамик новый в посадочное место. Первым делом заводим проводку. И прикручиваем наш динамик в посадочное место. И последний винт. Поджимаем. Далее подключаем проводку. На коннекторе у нас есть обозначение плюс-минус. Соответственно, к плюсовому мы подключаем
синий с коричневой полоской, а к минусовому подключаем синий с белой полоской. Плюсовой контакт. Зажимаем. И минусовой контакт. Зажимаем. Укладываем проводку и приступим к установке дверной карты. Далее устанавливаем нашу карту на место. Нам нужно выпустить провода наши для подключения блока стеклоподъемников. Далее нам нужно подключить наш трос открытия ручки. Проверяем правильность установки защелки ручки. Вот наша подсветка. И аккуратно подсоединяем. Далее устанавливаем карту и защелкиваем верхние защелки. Далее защелкиваем боковые клипсы. Подключаем разъемы блока стеклоподъемников. Один. Второй. И последний, третий. Проверяем. И устанавливаем блок стеклоподъемников на место. Аккуратно заводим. Готово. И закручиваем крепежные болты нашей карты. Второй. Защелкиваем защитную крышку. И закручиваем последний крепежный болт. И устанавливаем на место декоративную накладку. Ссылку на видео о том, как снять дверную ручку, оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Подписывайтесь на канал и устанавливаем на место плафон подсветки. Устанавливаем разъем и заводим наш плафон в посадочное место на карте. И защелкиваем. Ссылку на видео о том, как установить сабвуфер в BMW X5 E53 оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Далее чистка дверной карты. Готово. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Всем пока.